Уважаемые подписчики, зрители, друзья моего канала, сегодня на повестке дня настоящая пахлава и мастер-класс от Нелли Михайловны. Итак, что нам нужно? Берем 300-350 граммов муки, ее тщательно просеиваем для того, чтобы насытить кислородом. Затем 200 граммов маргарина, холодного маргарина, рубим в муке на кубики. Дальше продолжаем с мукой рубить ее ножом, лишнюю муку убираем. И получившуюся смесь тщательно вымешиваем руками для того, чтобы исключить образование комочков. После этого 2 яичных желтка вбиваем в тесто. Отделив от белков, белки нам понадобятся затем. Их откладываем в отдельную тару. 1 чайную ложку соды гасим в 200 граммах кислой сметаны. И эту смесь тоже добавляем в тесто. Дальше вымешивается тесто вручную, собирается в комок. И получившееся тесто кладется на расстойку в отдельную тару, накрытую кухонным полотенцем, на 25-30 минут. В это время мы готовим начинку. В рубленый орех добавляем частями сахар, вторая часть добавляется позже для того, чтобы тщательно вымешать частями. Сюда же кладем пол-пакетика ванильного сахара и дальше вымешиваем, добавляя оставшуюся часть обычного сахара. Белки, которые остались у нас от вымешивания теста, добавляем тоже в начинку. Расстоявшееся тесто делим на 4 равные части. Каждую часть раскатываем. Первую кладем на сухое дно противня, стандартного противня для духовки. Распределяем его равномерно по дну. Лишнее тесто, выступающее за борта, срезается. Затем 1/3 нашей готовой начинки равномерно раскладываем на первый пласт и накрываем следующим пластом и поступаем точно так же. Излишки теста, выступающие за борта, срезаем. То же самое делаем с 3-м слоем и накрываем 4-м пластом теста, уже полностью готовую заготовку, и разрезаем ее сначала вдоль пахлаву, затем по диагонали под углом где-то 45 градусов. И таким образом формируем традиционные ромбики привычные для пахлавы. Затем берем 1 яичный желток, взбиваем его в отдельной таре и кулинарной кисточкой, кондитерской кисточкой наносим желток на поверхность пахлавы. И туда же потом на каждый ромбик выкладываем по половинке или четвертинке орехов. Заранее разогретой до 200 градусов духовку кладем заготовку. В это время готовим медово-водяную смесь, где-то 1,5 ложки меда, столько же воды, размешиваем. И уже на зарумянившуюся поверхность пахлавы наносим медовый сироп и ставим пахлаву снова в духовку еще на 10 минут. Визуально следим, чтобы они не подгорели. Достаем пахлаву готовую, разрезаем ее на части и перекладываем. Можно на блюдо, либо на какую-то другую поверхность, для того, чтобы дать ей остыть. Получается вот такая замечательная пахлава. Спасибо, Нелли Михайловне, за мастер-класс. Друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Делитесь ссылкой с друзьями. И до новых встреч!